Наступил ноябрь, один из самых пасмурных и темных месяцев в этих краях. Тем воскресеньем я отправился прогуляться по району Новый Порт, а также заглянуть на маяк. Выгрузившись из трамвая на конечной остановке, я оказался среди старой малоэтажной застройки, а сошедшие со мной пассажиры испарились, кажется, в мгновение ока. Я пошел в сторону набережной. Наверное, это была самая холодная и серая набережная, которую я когда-либо видел. Редкие люди с замерзшими лицами, речные краны и проплывающие время от времени катеры с туристами пытались не обращать внимания на погоду. Но когда ты находишься в районе Новый Порт, отделенном от центра несколькими километрами промзон, наслаждаться моменту не так-то просто. Костелы. Они здесь есть, наверное, в каждом районе. И чем старее район, тем красивее костел. Увидев два из них на карте, я не преминул возможностью осмотреть эти архитектурные произведения. Первый был очень хорош. Высокая колокольня с часами выглядела монументально, а след от снаряда добавлял исторического окраса. Второй же костел показался новоделом, хоть и датирован вроде бы 19 веком. Пройдясь еще немного по мрачным улицам города, я вышел на дорогу, которая должна была привести меня к маяку. Следуя указателю, я свернул с дороги и вскоре оказался у маяка, но не того, с которым планировал встречу изначально, а другого, как оказалось, даже более важного в историческом плане. Дело в том, что именно из его окна 1 сентября 1939 года прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны. Сейчас этот маяк не действующий и выполняет роль музея. Убедившись, что в ноябре он закрыт, и отдохнув еще пару минут в этом пропитанном историей месте, я полетел дальше. Далее мой путь лежал к морю. Минув еще одну небольшую прослойку промышленных зон, я оказался в парке. По-осеннему желтом и достаточно многолюдном, особенно на контрасте с тем районом, откуда я шел. На побережье было на удивление не холодно. Наверное, есть какая-то магия в море. Оно окутывает тебя, дает некий заряд в любое время года, когда бы ты к нему не пришел. С берега мне открылся вид на два маяка, оба действующих, оповещающих своими огоньками о том, что здесь земля, здесь жизнь. Красный находился вне зоны досягаемости, а к зеленому я как раз и планировал сходить. Из парка к маяку вела дорожка, такой небольшой променад вдоль моря. Летом, наверное, тут неплохо, хотя и поздняя осень не портила виды. Через 15 минут быстрого шага я достиг последней точки на сегодня. Маяк в этот воскресный день был не одинок. Каждые 5 минут к нему подходили новые люди, но никто сильно не задерживался. Все-таки ветер с моря давал о себе знать. К тому же медленно, но верно сгущались сумерки. Мне также было пора возвращаться обратно, в Новый Порт. Так было удобнее всего с точки зрения транспорта. Заодно посмотрел еще немного жилых массивов, только более новых, чем те в начале прогулки. Чем-то они напоминали спальники какого-нибудь Витебска. Встретил также типовой длинный дом. В Гданьске таких достаточно много. Трамвай номер 10 прибыл в назначенное время, и погруженный в себя, я поехал домой.